Бывают ли счастливые дети, воспитанные в детском доме? Света попала туда, когда ей было уже 13 лет. Родители попали в аварию, а остальные родственники от нее отказались. Умная, красивая, сообразительная, здоровая воспитанница сразу понравилась одной из нянечек. Долго не думая, она женила Свету на своем сыне Олеге, который был на 12 лет старше девушки. Это был холодный расчет. Скромная сиротка, но с квартирой от государства. Мнением Светы никто не интересовался, когда женщина продала квартиру, выданную девушке, и поменяла свою квартиру на более просторную. «Да ты должна нас каждый день благодарить, что взяли тебя в семью», — говорила Анна Павловна. Жить со свекровью было хуже, чем жить в детском доме. После школы ей не разрешили учиться и устроили ее в кафе посудомойщицей. У Анны Павловны были хорошие связи в городе. Зарплаты Светы сразу забирались свекровью. Ей приходилось донашивать одежду за Анной Павловной и ее подругами. «За что мне такое наказание досталось? Ленивая, никчемная нахлебница, страшная, как лошадь!» Часто упрекала девушку свекровь. Знакомые семьи жалели девушку и приносили ей одежду и обувь. Через несколько лет Света родила доченьку, Алину. Но появлению ребенка в семье никто не был рад. Анна Павловна каждый день выгоняла Свету работать и постоянно причитала: «Тебя содержали, а теперь еще твоего звереныша кормить нужно. Нагуляла где-то и принесла домой. На сына моего ни капельки не похоже. Он у меня красавец, а это чудо-юдо какое-то». Света продолжала мыть посуду, а маленькая дочка в это время спала рядом в колясочке. А если не спала, то коллеги по работе с удовольствием нянчились с малышкой. «И что мне делать? Эта неблагодарная постоянно ребенка с собой таскает, нам вообще не доверяет. А это же внученька моя. Мне тоже хочется с ней понянчиться», — распиналась свекровь в присутствии других людей. Евгения, работающая в бухгалтерии, уходила в очередной декрет. Перед уходом с кафе она подошла к Свете и сказала: «Хватит мучить себя и ребенка. Оставляй своего мужа душегуба и свекровь ненормальную и переезжай ко мне жить. Места всем хватит. В доме с мужем живем и его мамой. А тебя пока в баню заселим. Там как гостевой домик со всеми удобствами. И маленькая кухонька есть. Свою часть жилья отсудишь, когда на развод подашь. Они тебя скоро совсем сгубят. И одной тебе оставаться нельзя». Из глаз Светы потекли слезы. «Евгения Михайловна, я не могу так жить. У вас и без меня семья очень большая. Мы с дочкой лишними ртами только будем». «Да, семья у нас не маленькая», — подтвердила Евгения. «Ну и хозяйство у нас свое имеется. Вот и будешь помогать. Мама уже старенькая стала, и тяжело ей одной справляться со всем. Будешь у нас жить и работать помощницей. И, как полагается, будем тебе зарплату платить». Света долго сомневалась. Это были серьезные изменения в ее жизни. Но, глядя на маленькую дочурку, которая ходила в поношенных вещах и играла с чьими-то старыми игрушками, у нее обливалось сердце кровью. И она решила сделать этот нелегкий шаг. Очень быстро она собрала то небольшое количество вещей, которые были у нее. Взяла детские вещи, пеленочки и мелочевку. Света собиралась очень быстро, лишь бы свекровь не успела домой вернуться раньше ее отъезда. Евгения Михайловна отвезла Свету с Алиной к себе домой. Они расположились в маленьком домике. Семья Жени очень хорошо приняла девушку, а дети не отставали от малышки, все хотели поиграть с ней. Узнав обо всей ситуации, свекровь и муж испугались не на шутку. Они боялись, что Света отберет у них часть квартиры, а то и больше. Тогда свекровь решила, что надо забрать у Светы дочку. Она обратилась в опеку, где рассказала, что Света в нетрезвом состоянии украла ребенка, не кормит его, бьет и даже свидетелей привела. Анна Павловна была страшной и жестокой женщиной. Ей ничего не стоило нанять хорошего адвоката и забрать у Светы ребенка. Даже связи Евгении Михайловны были бесполезны,
в сражении со свекровью. Но в один день все изменилось. Кто-то настойчиво звонил в калитку. Дверь открыла мама Жени. Перед ней возникла фигура высокого статного мужчины в пиджаке и с портфелем. Мужчина был в преклонном возрасте. «Скажите, пожалуйста, здесь живет Светлана Пыльцова? А вы кто такой? И какое вам дело до нее?» Негативно отреагировала женщина, думая, что перед ней стоит очередной адвокат, подосланный свекровью Светы. «Мне срочно нужно с ней поговорить», — сказал мужчина. «Это личный разговор». Женина мама впустила мужчину в дом и позвала Свету, но поставила условие, что разговор пройдет в ее присутствии. Света полола грядки, а кто-то из детей возился с маленькой Алиной в детском бассейне. «Приветствую вас, Светлана. Я Сергей», – представился мужчина и начал плакать. Оказалось, что Сергей – биологический отец Светы. Когда-то у него был курортный роман с его мамой. После отпуска они вернулись в свои дома. Девушка, узнав о беременности, написала Сергею, но письмо забрала его мама и спрятала. После ухода мамы Сергей разбирал вещи и наткнулся на это письмо. Сергей так и не обзавелся семьей. Узнав, что у него есть дочь, он стал ее разыскивать. И вот, наконец, лицом к лицу встретился со своей дочкой. Сергей был обеспеченный человек, и ему ничего не стоило решить проблемы с разводом и помочь Свете оставить дочурку у себя. Он забрал их к себе в другой город, где был огромный дом, и дал им все необходимое для счастливой жизни. Узнав об этой ситуации, муж попытался помириться с бывшей женой, но она поменяла номер телефона и больше никогда не возвращалась в этот город. Дорогие друзья, спасибо за время, проведенное со мной. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всегда рада видеть вас в новых видео.